Всем привет! Сегодня покажу, как можно сделать гибкие отливки с помощью герметика. Это у меня готовые отливки. Они были сделаны в начале лета, но я их сделала и забыла про них. И вот прошло где-то 7-8 месяцев. Они остались такими же гибкими, не склеились. Абсолютно свои функции не потеряли. И сейчас покажу первый вариант отливок. Нам понадобится герметик. Герметик акриловый. Выдавливаем немного, так как герметик быстро подсыхает. Лучше делать небольшими порциями. Но из этого объема получится немаленькое количество отливок. А затем добавляю шпаклевку. У меня финишная полимерная для стен и потолков. Шпаклевки примерно третью часть берем от объема герметика. И все хорошо перемешиваем, соединяя герметик и шпаклевку. Все перемешали и начинаем заполнять молды. Массу хорошо вдавливаем, втираем и излишки убираем. Эту массу я всегда использую для тонких молдов, так как простой массой сложно сделать тонкие, трудно их туда вдавить, а это очень удобно. Эта рамка глубокая, не мелкая, рисунок очень сложный. И сейчас я использую всю эту массу, чтобы показать, на какое количество ее хватит. Но этот молд тоненький, самый проблемный. Но эта масса отлично справляется с ним. Самый подходящий вариант для этого молда. В него также очень все хорошо втираем и убираем излишки. Ссылку на молды, если кого заинтересует, оставлю в описании под видео. Но еще один запомню, самодельный. Масса уже начинает густеть, уже с трудом втирается, но еще можно вдавить. Мои остатки все сниму, чтобы не оставлять на крышке, и также вдавим их. Герметик легко снимается влажной салфеткой с инструментов, а также молды можно почистить влажной салфеткой. Тоже стирается. Но я обычно это делаю после уже высыхания. Остается тоненькая пленочка по краям, и она легко убирается или также стирается. Какие более толстые, можно ножницами отрезать излишки. И переходим к второму способу. Он более простой. Герметик, этот же акриловый герметик, выдавливаю сразу на молды.
И его также распределяем, хорошо втирая и вдавливая. Втирайте его так, чтобы не оставалось пустот. Все аккуратно выравниваем и излишки убираем. Их можно вдавить в другой молд. И все молды оставляю на просушку до утра. И завтра сравним первый и второй вариант. Отливки полностью высохли. Прошло где-то 12 часов. Сохли они у меня вблизи батареи. Излишки по краям можно убрать ножницами. И вот их гибкость. Видите, как они хорошо гнутся. И другие. Эти вот более плотные, но также хорошо гнутся. Молды, как вы помните, ничем не смазывали. Излишки хорошо убираются. Потом только сполоснуть водой их и все. И молды остаются чистыми. Эта рамочка 4-5 мм толщиной и также хорошо гнется. И поблизости только горшочек с кактусом. Сейчас на нем покажу. И также полоска ажурная. На темном фоне хорошо смотрится. Так, не той стороной поставила. Так правильно. Эти отливочки тоже тоненькие. Также всегда было проблемно их сделать с другой массой. Излишки все снимаются. И также гнутся очень хорошо. Этот молд самодельный. Делала ключики. Сейчас какие отливки я показывала, это были все герметик со шпаклевкой. А сейчас покажу один герметик. Вот смотрите, какую дает он усадку. Не знаю, видно или нет. Но он также гнется. Эластичный. Единственный минус, что у него серединка пустая. Но эти молды надо заполнять. Подсохли, снова добавлять герметика, также разглаживать и снова сушить. Это тоже чистый герметик. Также отлично гнется. Отливки эти очень легкие. Ну, усадка, я думаю, хорошо заметна.
И первый вариант со шпаклевкой, он заполняется полностью. Усадки не дает. Но я всегда использую этот способ. И как видите, с небольшого объема герметика получилось немаленькое количество отливок. И хотелось еще добавить по поводу клея. С одного герметика я приклеиваю на жидкие гвозди клей, полимерный, титан. А герметик со шпаклевкой и на эти, и на ПВА отлично приклеиваются. И я думаю, эти варианты отливок несложные, и возьмите себе на заметку. И если видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Не забывайте подписаться на канал. Всем отличного настроения и до новых встреч. Всем пока!